Я, по-моему, не говорил, что я читаю 100% комментариев, которые вы пишете. И вот последствия. Если что, это видео не сделано, чтобы кого-то оскорбить, унизить, опустить. Я ни на кого не зол. Если вы увидите себя в этом видео, как вам показалось, в плохом ключе, то не спешите меня поносить. Я просто показываю вашу неправоту. Вообще, смотрите, как так получается, что я все вижу. Когда вы пишете какой-то комментарий, он не отправляется сразу в видео. Оно отправляется ко мне на проверку, где я его читаю и либо удаляю, либо оставляю. В большинстве случаев второе. Даже если вы напишете что-то хейтерское, я это одобряю. А для чего тогда нужна проверка? Честно говоря, она была включена изначально. Не помню, как так вышло, но я не устанавливал этот пункт, что комменты идут на проверку. И я долгое время не знал, как это отключить. И потом я узнал об этом, но я как-то уже привык. И еще, почему я сделал именно комментарии под этим видео? Потому что первое, остальные комменты не особо интересны. И второе, просто под этим видео оставлено 99% всех комментариев на канале. А теперь то, зачем вы сюда пришли. Верхушка айсберга. В прямом смысле верхушка. Давайте посмотрим самые популярные комментарии. На самом деле самые популярные комментарии достаточно хорошие. Вот тут даже сердечко стоит. Кто не знает, чтобы от меня получить сердечко, у вас должен быть либо очень особенный комментарий, либо что-то оригинальное. Либо станьте Годомолди. Зачитываю несколько комментариев. Это впечатляет даже сейчас. Я не могу себе представить, насколько это было бы потрясающе, если бы это был действительно 2013 год. Если не считать случайных изменений слоев и граунд-спайков, я думаю, что это действительно круто. В этом уровне используются объекты 1.0 и имеющиеся в нем функции, в отличие от большинства уровней, созданных в 1.0. Крутой уровень. Честно говоря, очень приятные слова. Люблю подобные комментарии, когда пишут все развернуто и по фактам. Ну ладно, вообще я вам их посчитал просто, чтобы было с чем сравнивать. А сравнивать есть с чем. Объектов больше, чем в космосе вроде как. Жесть, красава, мужик. 1000 лайков. 1К лайков — это внушительные цифры. У меня не всегда видео столько набирают, а тут короткая текстовая информация. Чтобы увидеть этот комментарий, нужно прокрутить один разик вниз, и вот он. Казалось бы, человек придрался к этому комментарию. Но, как по мне, на этот комментарий работает правило: если ты написал комментарий в тот же день, что был выпущен ролик, то шансы получить лайки становятся выше в 15 раз. Я ни в коем случае не считаю этот комментарий плохим, но и хорошим тоже. Этот комментарий явно переоценен, как я считаю. Во-первых, количество объектов совсем не показатель качества. Вот в этой работе очень много объектов. В этом же Сонике всего лишь 15 000 объектов. Во-вторых, пускай даже и мало объектов, это же хорошо. Уровень будет запускаться на слабых устройствах. Еще что я заметил. Невероятно мало людей сказали мне про то, что я использовал не те шипы. Смотрите, в 1.0 были вот такие шипы. Какой-нибудь другой вариативности не было. Теперь посмотрите на те шипы, которые я юзал в уровне. Я посчитал. Очень мало людей мне об этом сказали. Очень. На Reddit, конечно, люди были догадливее по какой-то причине. Я не знаю, почему на Ютубе никто не заметил это. Теория номер 1. Я указал это в описании. Это было тут всегда, с того момента, как эта видеодорожка появилась на серверах Ютуба. Теория номер 2. Популярные комментарии, которые говорили об этом. И люди типа такие: ну чё, я дурак, об этом уже написали. Теория номер 3. Люди просто этого не заметили. Мелководье. Кластеры. Есть несколько кластеров. Один из них — отмеченные вещи не из 1.0. Вот несколько комментариев, которые пришли ко мне на проверку. Тут уже есть несколько из этого кластера. Но что говорится в них? Большинство говорят о музыке, типа нельзя было ее менять в 1.0. Однако я поменял файлы игры. Кто-то говорит про черные блоки, к нему вернемся. Кто-то вообще где-то тут слово увидел. Но, ребята, мне кажется, вы упускаете самое главное, что стоит перед носом. Перед носом. Это блоки на слой Т3. И из всех 1000 комментариев всего один человек подметил это. 0.1%. 1/1000. Хотя, возможно, на это и есть своя причина. Например, то, что в принципе никто об этом не знал.
на втором месте это то, что нельзя было двигать блоки на маленьких стрелочках. Типа можно было на больших, на средних, но маленьких просто не было в игре. А теперь к музыке. Я нашел очень хороший комментарий. Я не понимаю тех, кто пишет, что кастомной музыки не было. По-вашему, он должен был использовать музыку Jumper? И этот человек абсолютно прав. Я думал об этом. Кто-то даже действительно сделал Slaughterhouse с музыкой полудействия. Однако, если я поменяю музыку, то уровень ухудшится на 30%. Дело в том, что в Limbo музыка играет огромную роль. В любом ГМД уровне музыка сочетается с уровнем. Вы не забывайте, что не музыка пишется под уровни, а уровни строятся под музыку. Да я и не думаю, что уровень бы вам так понравился с другой музыкой. Сами сравните. Кто-то даже решил пойти вообще глубоко и сказать, что музыка вроде не была тогда написана. Но их предположение опровергли еще в марте 2007 года. Но таких челов мало. Есть еще люди, которые пародировали этих гениев. Вообще-то кастомных слогов не было в 1.9. Это не 1.0. Вы не могли загрузить музыку из Newgrounds в 1.0. Глубины. Комментарии на Reddit. Я вам, по-моему, это не говорил, но первую популярность уровень получил именно на Reddit. К сожалению, статистику мне не сравнилось, но там было где-то 17 тысяч просмотров. И комментарии здесь значительно отличаются от Ютуба. Классный ID. И уровень holy fuck. Один из лучших уровней в игре. Представляю, это версия 1.0. То же самое, только зеркальными порталами. Уровень огонь. Это настоящее творчество 1.0. И сделана работа хорошо. Я не против ограничения количества объектов, потому что они слишком красивые, но на них можно было смотреть. Да, теперь вы, разумеется, найдете мой профиль в Reddit и узнаете, каким я был кринжовым раньше. Бездна. В общем, был такой чел, Кипивас ГД. Оставил он такой комментарий. Вы добавили блок, который вышел в версии 1.3. Тут моментально уже можно догадаться, что он использовал переводчик. Никто не говорит в комментариях «вы». Видимо, он узнал, что я живу в России, ну и решил избавить меня от нужды переводить комментарии. И проблема в том, что он добрался до моего последнего видео, написал там это, добрался до закрытого видео, скопипастил это туда и под самим уровнем в ГД это написал. И знаете что? Теперь это самый задизлайканный комментарий на уровне. Просто представьте, как сильно он хотел, чтобы я увидел его комментарий. Ну и добился он отдельного времени видео. Хотя он даже не сказал, какой блок его не устроил. Я так полагаю, что он говорит про вот эти черные заразы. Но открою вам секрет. Это даже не блоки. Если вы поиграете в Limbo со включенными хитбоксами, вы увидите, что на самом деле это черные шипы, которых тут так много, что они образуют сплошной черный цвет. Так что нет, ты не прав. Вот и все. Всем пока. С вами был Хекси, который ничего не снимал целый месяц.